Операция ликвидация, как это сегодня работает, раньше уничтожали просто живьем, сжигали семьи фермеров, знаете истории, цапки активно, такие были ликвидаторы, не они принимали решения, где принимали решения, там, где их находили на некоторых фотографиях. Это я так кратко напомню вам историю, но эта история имеет продолжение, сейчас у людей забивают просто скот, уничтожают хозяйство. Давайте пробежимся немножко по тому, что происходит, как это воспринимать. Агросектор как операция, ликвидация фермеров, что случилось на данный момент, напомню, для тех, кто проскочил каким-то образом мимо. Государство планомерно внедряет системы тотального контроля. Меркурий – это сертификаты на мясо, честный знак, такое дополнение к забою. То есть, если у кого-то что-то выжило, то, чтобы вы знали, это тоже уже не предел счастья. Официальная причина – защита потребителя от инфекций. Кто продвигает? Минсельхоз, естественно, и Россельхознадзор. Главные бенефициары – агрохолдинги, гиганты, все тот же Мираторг, все тех же можно поискать, чьих-то жен там не будем говорить, не будем указывать пальцем, но это был Медведев, так образом выражаясь. Агрокомплекс Черкизово. Как, собственно, это работает на сегодняшний день? Вводят такие санитарные нормы, например, запрет на подворный убой, что фермеру нужно устроить цех за 5-10 миллионов. У участника таких денег нет, итог – скотину под нож, землю холдингам. Все замечательно. То есть, все новые и новые инструменты придумываются для того, чтобы ничего частного не было. Очень полезно, при том, что я крайне сочувствую фермерам, просто как людям, которые не знают, что делать в этой ситуации. Но это очень полезно, потому что целых почти 30 лет власти приходилось фантазировать и фонтанировать своими какими-то бреднями про то, что вы хотели капитализма. Естественно, капитализм, хоть кто-то, кто умеет читать хотя бы до второй страницы букваря, понимал, что в России никакого капитализма не началось, хотел сказать, не начиналось. Начиналось в 90-е. Все были убиты еще в районе 95-го, могу долго об этом и много рассказывать, как уничтожались новые бизнесмены, как их там вывозили в лес, но сейчас у нас тематика будет не такая, а тематика будет, что те же коммуняки, которые сидели в Советском Союзе, еще там были вороватые и не вороватые. Не вороватые прыгнули в окна все, кто нес ответственность за те или иные, деньги, гохраны там и так далее, то есть огромный ресурс денежный. Те, которые не метнулись в окна, они метнулись во власть, они сейчас во власти сидят и создают вам картину, где вы должны полностью зависеть от них. Создают цифровые деньги, которые можно включить и выключить, собственно говоря, это уже, я даже не знаю, как назвать. Создают возможность, чтобы вы поняли, что вам частное хозяйство вообще невозможно, что вам самим этого не хочется, то есть как это можно сделать, да? Вот под благовидными предлогами продвигать те или иные удобства или, скажем так, полную невозможность реализовывать то самое частное хозяйство. Нельзя прямо запретить. Потому что сами же фантазируют и фонтанируют на тему у нас капитализм. То есть просто не скажут, что частное все запрещено. Тогда все поймут, наконец, что никакого капитализма так и не случилось. Поэтому аккуратно вводятся правила, который еще, может быть, пережил бы кто-то, у кого есть какой-то ресурс того самого своего частного хозяйства. Для этого надо уничтожить эти самые хозяйства, особенно крупные, частные. А в дальнейшем уже вводить новые интересные всякие препоны. Каждые пару лет происходит вспышка чумы свиней именно там, где нужно зачистить рынок, это уже просто факты, под новый завод гиганта. Теряются, естественно, продовольственная независимость полностью. Если раньше деревня могла прокормить сама себя, то есть такая была автономность, то теперь она полностью зависит от поставок из города. Как поставки проходят, нетрудно узнать. Не надо никому подходить и спрашивать, надо просто глянуть в любой деревне. То есть вот как из Москвы вышли, 3 шага прошли, сразу начинаете смотреть и спрашивать. У земли, по земле асфальт идет, значит, деревне помогает центр. Если асфальт кончился, помощь центра, видимо, тоже уже не доходит. То есть, еще раз, не надо брать федеральные трассы, берете в сторону, отходите и смотрите любой какой-то населенный пункт, большой, маленький, насколько хорошо с дорогами. Дороги просто не называются не случайно таким образом, как артерии страны, артерии города. Если артерии нет, то это труп. Вот, но это к слову. Тем не менее, деревня могла бы прокормить себя, конечно же, просто это совершенно очевидно, но теперь она полностью уже зависима от поставок из города и цен, которые назначат 5 крупных семей. Естественно, никто в этом случае там не выживет. Почему? Мало того, что деревня могла себя прокормить, а самое главное, что если вот этот прокорм убрать, то есть это убийство деревень, то они куда пойдут-то? Это ладно, у тебя было хозяйство, ну ладно, там, да, вот как-то пойдут, значит, поработаю где?
Где по работу это, когда нифига нет, даже дорог нет, а дорог нет именно потому, что артерии, это как в человеческом организме, там артерии, ладно, капилляры не идут к тем структурам организма, где не нужна кровь. И вот по этой же аналогии, потому дорог нет, потому что центру не нужны никакие деревни и так далее. Им нужно качать нефть, лес, газ, а вот это, как оно его, население, оно очень сильно мешает. А когда оно еще и хорошо сытое, оно мешать начинает сильнее. Поэтому от него надо, естественно, избавляться. И я веду к тому, что когда у тебя подворье, ну это уже был подробный разбор, и у меня тоже, соответственно, то, что когда у тебя убивают твою скотину, то есть то самое приусадебное хозяйство, люди в деревне не остаются. У них чего нет там, выжить нельзя. Они просто уезжают, деревни будут умирать. Деревни будут умирать, и кормить никто никого не будет, а уезжать они будут куда угодно, где можно, ну, хоть как-то накормить себя и своих близких. Скажут им полететь на соседнюю планету, а там живут райские какие-то существа, самые миролюбивые, и отрубать им голову, полетят. Не потому что ненавидят, а потому что жрать нечего. Поэтому это те как раз вещи и случаи, которые... А потом все ругают народ, что народ злой, обозленный, за деньги на все готов. А сначала замалчивается. Больше что, вот на этом фоне, мне кажется, важным будет отметить то, что мне попадались просто блогеры, которые говорили о том, что вот в Сибири забой, он уже пошел дальше, это никто ничего не останавливал, все работает, людей уничтожают, лишают их хозяйства, что там ящер. Причем с такой какой-то упертостью барана. Ну, я понимаю, что Мираторг богатый, он может какому-то ничтожеству с миллионными подписчиками, какому-нибудь блогеру подкинуть, там, я не знаю, 1 000 000 рублей. И оно счастливое уже вталкивает подобные нарративы. Ну, естественно, это ничем не подтверждено, абсолютно. Конспирология про какого-то ящера, про какую-то ящерицу, которая снимает очень серьезный уровень ответственности силовых структур, ну, силовых, чиновничьих, которые принимают это решение. Почему? Потому что, ну, мол, государство жестко поступает, но вроде как оправданно. Ящер — это единственное, что оправдывает эти действия, кроме одного — Мираторг. И вот Мираторг никто не произносит. Я прям специально иной раз включаю блогеров посмотреть, ну, хоть кто-то скажет, ну, хоть как версию. Не, вообще, вот, закрыты рты. У народа Мираторг звучит, ну, просто как основная версия. Вот, я не знаю, можете написать. Парадокс, я смотрю блогеров, они все оппозиционеры, они... Через одного, ну, то есть тот, кто вообще затронет эту тему, обязательно у них там ящер. Какой-то у них ящер, может, у них какой-то ящер завелся, в них самих. Но они постоянно вот это навязывают, эту идею. Один раз я думаю, ну ладно, может, там человек не умеет вести канал, у него там всего несколько миллионов подписчиков, там такой, ну какой-нибудь, ладно, не буду сегодня имена называть. Я прям поражаюсь. Нет, раз за разом, на следующий день, ну, условно, наверное, просто блогер обычно, когда что-то повторяет слишком часто, ну, какую-то тематику, к какой-то тематике возвращается, значит, она ему каким-то образом оплачена. Либо она заходит зрителю, ну, у блогеров, которые это не основная тематика, она вряд ли заходит. Больше того, не каждый день об этом говорят, а такое ощущение, что вот так вот в недельку надо 2-3 раза сказать, что там что-то, ну, там ящер, скорее всего. И вот они это все время втюхивают и втюхивают, что про какого-то ящера, но я еще раз повторяю, чем это странно, потому что вот эта версия ящера, она это главное, едва ли не единственное оправдание агрохолдингов. То есть это их оправдывает и обеляет, потому что другая версия, ну, та, которая очевидно напрашивается, полагаю, она у вас очевидно напрашивается, так что не буду ее в очередной раз озвучивать. Такая ситуация, друзья мои, такие новшества стараются даже тем, кто остался, тем, кто выжил, препоны ставить новые, чтобы все-таки не выжили. Ну или пошли на любое действие, которое им скажут за 3 копейки. Да хоть куда, хоть да там костьми ложатся, хоть куда. Вот была бы где-нибудь война, если бы объявлено, да, им сказали идти на войну, люди бы пошли, просто там отец семейства пошел бы и погиб, ну, чтобы прокормить своих детей, которых вчера лишили скотины, и какой-нибудь блогер оппозиционный, который мог бы привлечь к этому внимание и остановить какую-нибудь, не дай бог, началась бы где-нибудь война, говоря правду. Но вот в этом и ужас вот этих присмыкающихся. Потому что им кинут, может быть, 3 копейки. Я предполагаю, я не знаю, меня поражает то, что они с упертостью носорога раз за разом про ящера опять втюхивают. Я каждый раз смотрю, я прям уже некоторых специально включаю, только скажет в очередной раз или нет. Ни на чем не основано, они вбамбливают эту бредятину. Еще раз, пусть доказывают. Я не собираюсь отрицать версию только потому, что она мне не нравится. Я не конспиролог, в отличие от них, и не продажная, значит, ведущая глава. Но они втюхивают это, втюхивают. Еще раз. А потом они будут, как какой-нибудь Невзоров, уезжать и говорить: смотрите, какой народ плохой, ну какие подонки, на все готовы за деньги, продажные какие. Понимаете, вот в чем дело. Вот с этих и начинается.
Они никогда не признают своей вины, что они были соучастниками того, что делалось. Ну, это я, к слову, немножко отвлекся, потому что меня соучастники раздражают больше, чем друзья, враги, даже равнодушие меня не так триггерят, как сейчас модно говорить, чем вот эти легко и дешево продажные. Вот эти страшно меня прям расстраивают. Самое главное, берегите себя. Выходы всегда есть, бывают выходы, которые не нравятся. Значит, надо уметь их выбирать и побеждать. Берегите себя, процветания вам и вашим близким, мудрости, здоровья.